Добрый день всем русскоязычным. Я хочу это видео посвятить украинцам и показать им, ради какой Европы они воюют. Я хочу вам показать, ради какой Европы вы воюете. Вот я живу в этом доме. Вот, смотрите, вот в этом доме я живу с 96-го года. Это называется сектор Ботаника. В секторе Ботаника до 94-го года, до 90-х годов было только 3 аптеки. 3 аптеки. Сейчас их, наверное, больше 150. Смотрите, вот аптека. Видите, вот. Фармачи. Аптека. Так. Гипермаркеты каждый день поднимают свою торговлю ежемесячно, и еженедельно, и одновременно, и аптеки на каждом шагу. В этом году у них были рекордные продажи. Смотрите, вот другая аптека, 50 метров ниже. Так? Вот она, другая. Сколько? Там 50 метров, ну скажем 70. Смотрите, я вам покажу, вот еще другая, вот ниже. Там вот она, третья. И вы, которые сейчас вот находитесь в Молдавии, вы ездите сейчас по районным центрам, вы видите, что на каждом шагу у нас только аптеки и финансовые организации, все в кредитах. Другая аптека, видите, вот, другая аптека, вот. Поликлиники еще, другая аптека. 4 аптеки, 150 метров. Да, сегодня дождь идет, я хочу вам показать на этой тропинке, вот на этой, которой спускается по этому тротуару, как в обычные дни. Пенсионерки 90 лет, 70, 80 лет торгуют всем, что могут, всем, что могут. И вся инфраструктура, вся, которая у нас есть, она вся советская. Мы вообще хотим Советского Союза обратно. Не хотим мы этой Европы абсолютно. Мы стали рабами потребления европейских товаров. И каждый день вы... И Россия, я тоже к россиянам хочу обратиться. Вы и мы все прекрасно понимаем, что этот конфликт на Украине финансирует Америка и Европа. Но вы каждый день ложите им деньги в карман, покупая европейские товары в гипермаркетах, европейских тоже. Все предприятия тоже их не искуплены. Мы остались сырьевым участком и рабами потребления. Извращение, танцы, музыка, издевательства. Нет абсолютно никакого уважения к старым эпохам, к советской эпохе, к военной эпохе. Абсолютно нет. Вот я был в Минске в мае месяце прошлого года. Так там молодежь воспитанная, они каждую эпоху ценят. У нас топчет все в ногах абсолютно. И вы то же самое. То же самое. Я вам скажу так, что я не против абсолютно русского языка. Хоть и на китайский. Это лучше, больше языков знать, чем никакого. Вот вы сейчас приехали в Молдавию. Вы в ресторанах хотите кушать бесплатно. Вы хотите унижать наших молдаван. И вы хотите, чтобы вам ответили на украинском. Да вы что, тупые украинцы? Вы потеряли разум абсолютно. Вы потеряли разум. Вы можете кушать кусок колбасы с хлебом сейчас. И делиться с вашими тоже, которые бедные, которые не могут ездить на машинах, не могут иметь что-то. Вы сейчас все на одном уровне. Делитесь с вами. Наши молдаване, которые вот мне звонили вчера, ваши волонтеры, и писали тоже. Наши молдаване, они делятся последним. Пенсионеры, которые получают 1500 лей, 2000 лей, они гречку, рис вам вносят. А вы хотите, чтобы наши молдаване, вы унижаете их у нас внутри республики сейчас. И в магазинах, и везде, и в маркетах, и на вулканизациях, и в ресторанах. Вы что себя... Что вы думаете? Где ваша логика? Где ваши, так сказать, моральные ценности? Вы потеряли их, вы не славянский народ, вы вообще, я вам скажу, что вы фашисты, у нас таких тоже есть, но наши еще более-менее, так сказать,
гуманнее, но вы вообще потеряли рассудок. Ой, как вы можете брать с сестрой там столько кровопролития? Для кого? Для американцев, которые мы вели войны тысячи лет против Отtomанской империи, которая нас использовала, против Римской империи. Все нас использовали. Во Второй мировой войны нас использовали, что мы до Берлина, наши деды, все умирали вместе. Мы строили этот Советский Союз вместе. И сейчас они разводят нас по пустякам из-за языка. Чего вам не хватает? Я в 92-м году был почти до Нижнего Тагила в Перми. Меня никто не спрашивал про паспорт. Я ехал и через Украину, я ехал через Приднестровье. Сейчас на каждом шагу только одни воры. Везде сейчас мне уже звонят люди, меня могут блокировать, показать, как вы сейчас фуры наши молдавские конфискуете, товары полностью, конфискуете российский товар, который через вас транзитом ездит. Хотя этот российский товар, произведенный в России, он тоже, тоже этих транснациональных компаний. Смотрите, вот на российский товар и россияне, вы каждый день, вот вы с Америкой и с Европой вы воюете. Но вот смотрите, на ваш черный жемчуг, знаменитая марка Советского Союза. Смотрите, кто его производит. Лесной бальзам, чистая линия. Полностью все вот эти зубные пасты этой группы. Компания Unilever американская. Вы даете им каждый день зарабатывать на вашем внутреннем рынке. И они финансируют антироссийские движения по всему миру. Вы сами все, мы сами все виноваты. Что мы не думаем каждый день, у кого мы покупаем, куда идут эти деньги. Мы остались, как и вы, сырьевым участком. И рабами потребления. И на каждом шагу у нас аптеки. На каждом шагу. Вот 4 аптеки. Я вам скажу так, что вот если другой квартал, там Кузовод, бывшего Бельского, 1200 метров, 13 аптек. 13 аптек. На каждом шагу пиццерия, и здесь вот ниже вот этой поликлиники, там анализы, и тоже аптека. Везде только аптеки. И наши люди каждый день уезжают из страны. Каждый день, как и у вас то же самое. Из-за того, что вы употребляете, сейчас вы воюете, но вы в гипермаркетах все покупаете. Так что это? Кто зарабатывает? Американцы, которые вас финансируют, чтобы мы дрались, чтобы мы кровь лили. Ни одного инвалида не стоит, чтобы в этой войне не будет победивших. Из-за того, что эти люди, которые останутся калеками, они будут мучить свою душу и своих родных всю жизнь. Вот, я вам показал, ради какой Европы вы воюете. Смотрите, дома. Раньше были все дома чистые, и все. Сейчас у нас все, курятники везде. Курятники стали старые дома полностью. Все, улицы разрушены полностью. Смотрите, вот. Вот они. Вот. Видите? Европейский путь интеграции. Когда вот этот двор в 96-м году, когда я купил квартиру, вот здесь в этом дворе была одна из самых, так сказать, престижных дворов. Я сейчас вам покажу престижный двор, во что он превратился, где только наркоманы имеют право. Здесь вот на этом тротуаре женщины продают, старушки продают все, что имеет старое. Вот я сейчас вам покажу. Минутку, подождите минутку, вот, видите, вот, я вам покажу двор сейчас, вы увидите, какие столы остались еще 70-х годов, которые наркоманы только пьют, и музыка играет, каждый день, круглосуточно, летом, и полиция их не спрашивает, за какие деньги. Сейчас я вам покажу двор. Смотрите, вот двор, видите? Вот это Европа, блядь. Вот Европа, блядь. Вот такой Европы. От такой Европы вы мечтаете, блядь. Вот он, видите? Вот они. Я хотел все это резать полностью, но меня штрафуют. Меня штрафуют, мне сказал этот участковый. Что я должен написать заявление в притуре, собирать подписи всех жильцов. И они должны консилиум сделать. Это может, блядь, годами все это тянуться. Вот они. Европа. Вот о такой Европе вы мечтаете. Да, Европа красивая из-за того, что они
эксплуатировали колонии тысячи лет. И всех ваших воров, которые вас кинули с деньгами, все туда уехали. А мы сейчас должны все резать друг друга. Вот чего они только хотят. Чтобы мы ослабли полностью. Но самое худшее, что вот головы наши они полностью просрали, что у людей нет логики абсолютно никакой. Из проституток сделали интеллигенцией, сделали из них звездами. Вот оно. Смотрите, о какой Европе вы мечтаете. И те, которые комментируют, будьте любезны, хотя бы ставьте ваши фотографии. Я не боюсь показать своего лица. Вот. А вы ставьте хотя бы ваши фотографии. Я не боюсь говорить. А вы ставьте хотя бы ваши. Вот мне пишет долбоеб молдавский Виктор Пынтев. Эй! Жицеларю лишь ешь ту, эй. Жицелу лишь ешь ту.